Хватит валяться на диване. Давайте работать. Сегодня мы выполним безумно красивую, такую вот стильную анимацию. Разберем, как ее делать. Разберем самые главные моменты. Сделаем максимально похожую. Без сторонних плагинов. Только все вручную, все стандартными инструментами программы After Effects. Работа это для клиента из Америки. Работаем мы на бирже Fiverr, как обычно. Заказ безумно хороший, вкусный, на $980. Но это только лишь часть. То есть клиент здесь просит, это мы здесь можем подсмотреть, клиент просит анимировать 15 изображений. Мы сегодня сделаем одну. То есть на уроке мы разберем, как сделать именно эту одну из 15. Будет безумно интересно. Сразу же можно поставить лайк, написать комментарий. Нравится вам, не нравится такой формат. Я вернулся записать для вас урок. Я не часто это делаю, но надеюсь на ваши лайки, чтобы записывать чаще. Ладненько, давайте приступать. Что у нас есть? У нас есть материалы. Материалы от клиента это всего лишь один, в данном случае один из 15 Photoshop файлов. Давайте откроем его, посмотрим. Клиент здесь не объясняет, что ему нужно. Клиент этот постоянный, он уже сделал не один десяток, даже может под сотню этих анимаций, под сотню их вот анимаций. Он присылает Photoshop файлик, и мы уже понимаем, что его нужно анимировать. Photoshop файл, если мы его откроем, в Photoshop, соответственно, видим, что он разбит на слои. Мы можем так пощелкать, посмотреть, что тут есть, чего тут нет, и закрыть. Все, нам это не нужно. Мы это больше все-таки в After Effects. Дальше, прежде чем приступить к работе, я предлагаю зайти на сайт, такой как Envato Elements, и накачать подходящих футажей. Я это сделал за кадром, немножечко подготовился, и папочку отдельную From FreeStep, я их кодировал. Эти все материалы можете найти под видео. Что я нашел на сайте Envato Elements? Это платный сайт, но он безумно полезен для нас, для motion дизайна. Здесь можно разные элементы такие вот найти. В данном случае мы нашли вот такого вот бегуна, который бежит на прозрачном фоне. Дальше здесь у нас то же самое на прозрачном фоне. Летающая вот такая чайка, тоже на прозрачном фоне. Облака, таймлэпс облаков. То есть ускоренные вот такие вот облака. Кстати, можно найти даже на YouTube. Безумно большое количество таймлэпсов, сейчас их полно. И вот такой вот Love Resort, тоже на прозрачном фоне, как развертывается и сворачивается бумажка в стоп-моушен стиле. Также музыку тоже можно, и эта музыка на сайте Envato Elements. Сама музыка и звуковой эффект, который нам в будущем по окончанию анимации пригодится. Он там есть. Да, вот он. Отлично. Теперь мы открываем программу After Effects. Парам-пам. 2 раза щелкаем на панель Project. Находим наш Photoshop файл и импортируем его. Импортируем не как футаж, импортируем как композицию без редактирования. Здесь выбираем композицию, здесь выбираем эту галочку. Отлично. У нас есть композиция без какой-либо анимации. И у нас есть большое количество слоев и прекомпозиций. Я предлагаю это все загнать в новую папочку, которую назовем Photoshop. Теперь в этой композиции все-таки я не советую работать. Я советую ее сдублировать и работать с дубликатом. Заходим в этот дубликат, нажимаем Ctrl-K, видим здесь какие параметры. 1920 на 1080 нам подходит, 2997 нам подходит, 20 секунд, ну, думаю, да, подходит. Можно запасом взять. Нет, давайте оставим 20 секунд, окей. Заходим внутрь, видим композиция, внутри прекомпозиция. Внутри прекомпозиции эффектов никаких нету, еще одна прекомпозиция, окей. Теперь здесь я предлагаю это все вырезать, Ctrl-X.
И в самый корень вставить Ctrl-V. Лишнюю композицию удалить. Вот мусор немножечко почистить. Здесь поставим хорошее качество, Full. И начнем смотреть, что у нас есть. У нас есть бэкграунд. Окей. Давайте с него и начнем. Заходим внутрь. Бэкграунд состоит из 3 слоев. Первый слой выглядит вот таким вот образом. Второй слой — это у нас отдельно облака. Третий слой — это птичка. Птичка-чайка. 2 верхних слоя скрываем. И давайте этот слой с бегуном, спортсменом, дублируем. Верхнюю мы назовем как mask. А задача сейчас отделить фон от скалы. Это можно сделать вручную с помощью инструмента Pen Tool, либо мы видим, что здесь довольно-таки контрастная скала, очень белый фон. Это легко на самом деле можно вырезать с помощью маски. То есть дублируем слой, на нее кидаем эффект, который называется вот таким вот образом. Называется. Кидаем его. Threshold. Вот как-то так он называется. Threshold. Что он делает? Он темные участки красит в черный цвет, а светлые участки красит в белый цвет. Мы его сейчас увеличиваем, то есть, грубо говоря, так контрастность как бы добавляем. До тех пор, пока все скалы не станут черным цветом, но при этом, чтобы облака тоже не начали краситься черный. То есть мы находим вот идеальный момент. Теперь у нас получается черно-белая маска, которую мы можем использовать. То есть еще раз смотрим. Здесь у нас внизу оригинал, сверху у нас черно-белая маска. Берем оригинал и в выпадающем меню вот здесь выбираем Luma Mate. Мы используем черно-белую маску, поэтому Luma Mate. Нет, не угадали. Значит, Luma Inverted. Да, вот это оно. Получили, быстренько вот так вот вырезали нужный нам фон. А дальше эту маску из слоя загоняю в прекомпозицию. И задача теперь вырезать нашего человека. Мы в работе, и клиент, мы уже знаем клиента, клиент разрешает нам немножечко менять дизайн. В данном случае я хочу вырезать этого человека статического и вставить сюда нового человека, то есть силуэт бегущего нашего спортсмена. А здесь с помощью инструмента Pen Tool приближаемся и вот таким вот образом аккуратненько обрезаем. Нажимаем M на клавиатуре и нажимаем Invert. Инвертировать. Таким образом мы Хорошо. Сверху у нас облака. Эти облака нам не нужны. Предлагаю использовать те облака, которые мы скачали. 2 раза кликаем. Помню, что эти материалы можно внизу. И скидываем наш таймлапс. Сразу же загоняем его в папочку. Пускай у нас будет порядок везде. Порядок — это правильно. А еще правильно сохраняться. Правильно. Давайте сохранимся. Ctrl-S нажимаем. Что не дай бог сейчас что-то вылетит. На рабочий стол я просто сохраню. Это как 1.1.1. В материалах теперь кидаем наш таймлапс. Самый низ. Можно сейчас еще импортировать сюда Photoshop файл второй раз. Импортируем. Только сейчас импортируем его как футаж. Это нужно для того, чтобы мы 2 раза на него клацнули. Он как одна картинка, как один слой. Перетащим эту панель футаж в бок. Таким образом, чтобы мы могли смотреть на нашу оригинальную картинку. И в данном случае я вижу, что облака здесь не такие контрастные, не такие яркие. Поэтому вызываем на облака кривые. Я это буду делать с помощью FX панели. Это бесплатная FX панель от Video Copilot. И на сайте Video Copilot можно ее без проблем скачать для Windows либо для Apple компьютеров. Если же у вас ее нету, то можно же, понятное дело, использовать эффект on presets. Здесь тоже искать эти кривые. Но с панелью чуть-чуть все-таки легче. И чуть-чуть нам контрастность убрать. Вот таким
Хорошо, это у нас есть. Следующая задача добавить нашего бегающий силуэт. Два раза щелкаем на панель и импортируем наш футажик. Кидаем его сюда. Чтобы размер увидеть, давайте временно вернем, отключим видимость работы маски. Таким вот образом, силуэт, якорную точку силуэта сдвигаем вниз, там где пол, там где ноги. Только вот оно, вот он. Главное, что ее еще. Нажать S на клавиатуре и уменьшить. Уменьшить, подвинуть, чтобы примерно размер у нас совпадал. Можно чуть больше его сделать. То, что нужно. А теперь маску обратно возвращаем. Силуэтик я предлагаю покрасить в цвет какой-нибудь нашей стилистики. Накинем на него fill. И пипеткой возьмем информацию. Скажем так, силуэт. И теперь задача его, во-первых, продлить. У нас композиция аж 20 секунд, а силуэт движется 2 секунды. Поэтому нажимаю Ctrl-Alt-T, чтобы временные точки появились. Вот теперь можно растянуть наш слой и продолжить зацикленное вот это движение его. У нас силуэт этот зациклен, поэтому мы выбираем точки. И здесь, для тех, кто прошел мои курсы, у них есть такая кнопочка, как Loop. Для тех, кто не проходил, вы это все можете сделать сами, нажав Alt, зажатой кнопкой Alt, на часики кликаем. И здесь в выпадающем меню можем найти Loop Out. Таким образом, у нас человек будет постоянно бежать. Ага, он не зациклен. Да, есть рывки, я вижу, но мы их чуть-чуть позже, я думаю, подправим. Окей. Теперь санимируем параметры позиции. Делаем так, чтобы он начал бежать примерно с этой точки. Ставим ключик. Переходим в конец таймлинии. И почти на самый верх его. Возьмем инструмент перо. Зажат. Просто щелкнем на точку и чуть-чуть траекторию движения сделаем вот такой вот по дуге. Точку тоже нажимаем. То есть мы можем сделать такую дугу. Как по мне, он бежит сильно быстро. Ничего страшного, мы можем замедлить. Нажимаем U на клавиатуре и панель Time Remap, то есть временные вот эти вот ключи. У нас сейчас где-то около 2 секунд. Мы давайте где-то на 4 сдвинем, то есть 2 раза его примерно замедлим. Мы это можем сделать без потери качества, потому что сам футаж, если мы зайдем в Project, здесь нажмем тильду на клавиатуре, в выпадающем меню вызовем frame rate, вот и есть, вот он, frame rate, увидим, что 50 кадров в секунду, то есть наша композиция 29 кадров в секунду. Соответственно, почти в 2 раза мы можем замедлять этот футаж без видимой потери качества. Так, теперь у нас еще должно быть эта чаечка. Давайте ее добавим. Вот она у нас. Добавляем сюда. Вот она у нас летит. Красиво, хорошо. Единственное, что я помню, по центру есть текст, который будет эту чайку закрывать. Я, наверное, не хочу, чтобы он закрывал чайку, поэтому сдублирую этот текст с главной композиции, кидаю этот текст на вот эту композицию, чтобы он в будущем никак не фигурировал. Давайте его, не знаю, красим какой-нибудь цвет. Вот такой вот. И посмотрим. Сейчас мы его видим в этой композиции. Нам этого не нужно видеть. Поэтому мы заходим сюда и нажимаем Guide Layer. То есть мы эту композицию будем видеть только внутри этой композиции. И в других композициях она влиять никак не будет. Тоже такое.
Птичку мы теперь видим, что она перекрывается этими буквами. Мы, допустим, этого не хотим. Поэтому нажимаем P на клавиатуре. Позицию фиксируем птица где-то здесь. Потом уводим ее в самый конец. И говорим, что давай ты будешь лететь примерно точку. Ключи растягиваем. От первого кадра это будет и до последнего. Теперь можно закрыть композицию background. Вот эти композиции тоже мы закрываем. Смотрим, что у нас в основной композиции творится дальше. У нас уже есть двигающиеся облака, у нас есть двигающий силуэт и даже летающая птичка. Следующий слой. Здесь у нас он работает как adjustment layer. Вот мы видим этот значок, означающий, что это adjustment layer. И он работает как эффект brightness, то есть и контраст. Немножечко мы здесь увеличили насыщенность, яркость. Дальше этот слой, по-моему, ничего не делает. Это слой пустышка. Поэтому мы его удалим. Он не напоминает, по крайней мере, этого не. Дальше у нас идет Layer Resort, либо информационная плашка. Так, это тоже, походу, слой пустышка. Над информационной плашкой текст. Потом вот такие вот дополнительные элементы. Супер. Я предлагаю это все загнать в прекомпозицию. Раз, два, три. И загоняем прекомпозицию. Называем это все как Layer Resort. То есть нижняя треть, либо информационная плашка. И вот теперь отдельно будем с ней работать. Сначала появление самой вот этой рваной бумажки. Мы это будем делать с помощью нашего футажа, который мы тоже подготовили. Вот Paper Layer Resort. Он выглядит примерно таким же образом. Чуть-чуть отличается. Выглядит таким. Такой вот футажик. Plateau L, возможно. Скидываем его сюда. Уменьшаем в размерах. Но только так, чтобы он перекрывал. Уменьшаем в размерах, но чтобы он перекрывал. Вот. Теперь видим, что он пропадает. Нам не нужно, чтобы он пропадал, поэтому мы нажимаем Ctrl-Alt-T. Опять же, временные ключи вызываем. Ставим новый ключ. Этого нам анимации уже не нужно. Поэтому где-то здесь мы ставим новый ключ. А этот удаляем. Никакой анимации нету. И можем продлить. Так, есть такое. Наверное, я хочу еще одну прекомпозицию сделать. Не обязательно, но мне хочется. Давайте все-таки саму эту бумажку загоним еще раз в прекомпозицию. Вместе с верхним слоем. Просто так легче немножко визуально понимать. Нам ничего тут не мешает, всего лишь два слоя. Сейчас мы делаем таким образом, чтобы нижняя бумажка появилась именно тогда, когда появляется верхняя бумажка. Таким вот образом получилась анимация. Дальше сдублируем все эти два слоя. Альфу отключим. И сейчас делаем чуть-чуть наоборот. Теперь у нас вот это вот будет выступать в виде маски. А это будет снова. Поэтому берем здесь выпадающее меню. Альфа. Теперь это все мы закрасим с помощью тинт. Чтобы черное-белое стало. Да, и режим наложения выберем темный, multiply. Таким образом у нас появляется еще здесь вот эта вот часть. Мы получили, по сути, такую же анимацию, как и футаж, но только уже с нашей бумажкой, нашими цветами. То, что нам нужно. Отлично. Возвращаемся назад. Видим, что у нас здесь текст. Давайте текст анимируем с помощью маски. Снимаем везде выделение. Берем инструмент создания треугольного шейпа. Создаем этот шейп. Ctrl-Alt-Home, чтобы якорная точка упала в центр. Потом с помощью вот этого инструмента выбираем Shape и перетаскиваем якорную точку в часть. Нажимаем S на клавиатуре.
в начале, да, отключаем цепочку. В начале пути у нас масштаб по оси X будет равен нулю. Фиксируем ключ. И где-нибудь раз, два, три, давайте через 30 кадров он возвращается на 100%. Есть. Теперь уводим это над текстом. То есть текст наш вот здесь вот. Помним. И говорим, текст, ты появишься тогда, когда над тобой появится маска. Маска это вот это. Текст, ты появишься тогда, когда над тобой появится маска. Угу. Можно это все, текст вместе с маской сдвинуть на 20 кадров вперед. Таким образом, сначала у нас разворачивается бумажка, а следом за ней идет анимация текста. После чего у нас появляются вот эти вот белые обводки. Здесь я предлагаю чуть максимально упростить. Они просто у нас появятся. Вот этот появляется где-то... Ага, раз, два и 4. Давайте продублируем. Раз, два, три. Раз, два, три. Таким образом, чтобы мы могли их разделить. На первом слое выбираем. У нас будет один крестик. На втором слое у нас будет второй крестик. На третьем слое у нас будет третий крестик. Так, сделали. Теперь первый крест появляется даже примерно, когда его слово, то есть где-то здесь. Второй крест появляется, когда его слово, где-то здесь. Следующий крест будет, а обводка появляется тогда, когда текст весь анимировался. И чуть-чуть позже идет вот эта вот обводочка. Пускай вот так вот будет. Чуть-чуть предлагаю добавить движение такого, сделать с помощью Turbulence Displays. Turbulence Displays. Turbulence Display делает вот такие вот искажения. В нашем случае нужно так, size, наверное, уменьшить до минимума, а amount увеличить, но не очень сильно. Давайте где-то, допустим, 29. Движения по умолчанию никакого нет, но мы его зададим либо с помощью Evolution, либо с помощью Random Seed. Пускай будет Random Seed. Я зажатым альтом кликаю на часики и пишу самое простое выражение, которое называется time умножить на 10, допустим. То есть каждую один раз, 10 раз в секунду будет изменение параметра random. И вот образом у нас вот такие вот дополнительные колебания будут. Как будто бы да, вот ничего не стоит, никакая статика. Вот все. Turbulence Displays мы теперь копируем на вот этот слой, на второй слой и на третий слой. Таким образом, все вот эти вот обводочки, они будут немножко вот так вот жить. Немножко двигаться постоянно. Все. Получилось у нас анимировать наш Lower Resort. Этот Lower Resort, он появится не сразу, он появится где-то позже. Пока где-нибудь здесь его кинем и оставим. Дальше у нас текст. Сейчас будем работать над текстом. Сверху текста давайте посмотрим, что у нас еще осталось. Это обычные потертости. Текстурка такая появляется. Здесь еще одна текстура. И эта текстура. Все. Последняя композиция, которую мы должны анимировать, это текст. Это текст. Текст у нас состоит из тени, главного текста красного цвета и стрелочка. Стрелочка обозначает, что тут силуэт, который двигается вперед. Но так как у нас новый силуэт, который по-настоящему двигается, это уже не статика, мы сделали анимацию. Я думаю, стрелочку можно убрать. Тень мы тоже убираем, мы потом ее заново создадим.
Дальше, чтобы анимировать текст, можно использовать очень популярный, крутой плагин, который называется Autofill. Но вот незадача. Autofill сейчас, во-первых, недавно обновился до второй версии. Он и так стоил $50. Сейчас он стоит уже $100. Вау, $100. Классный, интересный инструментик, но в этот раз мы обойдемся без него. Давайте мы сейчас вместе с вами сэкономим $100. Делаем. Да, немножко дольше, но вручную. Для этого мы посчитаем количество букв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дублируем. Делаем 11 дубликатов. И теперь отделим каждую букву отдельно. С помощью инструмента перо. Таким вот грубым способом отделяем первую букву. Таким же грубым способом вторую. Обязательно не забываем выбирать следующий слой. То есть каждый слой новая маска. Новая маска на новом слое. Не обязательно тут красиво вырезать. Мы же помним, что у нас здесь все альфа-канале. Да? Нам главное не зацепить соседние буквы. Нужно где-то вот здесь вот в промежуточке аккуратненько проходиться. Это не обязательно должно быть красиво, но не зацепить соседа. Я сейчас это все дело ускорю. Получилось у нас отсоединить каждой буквы. Теперь у нас каждая буква на отдельном слое. И тут я советую тоже порядок наводить, чтобы мы не потерялись. Назвать каждый слой той буквой, за которую он отвечает. И еще, чтобы удобнее работалось, каждую буковку мы загоним в отдельную композицию. Ctrl-Shift-C. Давайте Move All Attribute. Ctrl-Shift-C. Move All Attribute. Ctrl-Shift-C. Так вот, каждую букву нам будет легче с этим работать. И теперь по очереди заходим в каждую букву, выбираем инструмент перо. Выделение здесь главное снять. Чтобы нарисовать shape, нам нужно, чтобы здесь ни один слой не был выделен. Заливку нам нужно убрать. Обводку нам нужно ставить. Давайте где-то 32 ставим толщину. Первую точку ставим здесь, вторую точку ставим здесь. Знаем, что у нас в будущем будет изгиб, поэтому чуть-чуть, не отпускаем мышку, ведем ее вниз, чтобы появились вот такие вот усики. Окей. Ставим здесь точку, не отпускаем, ведем вверх, чтобы появились. Наша задача сейчас максимально, ну как, относительно тонкой обводкой полностью покрыть нашу букву. После того, как мы это сделали, у нас получилось, смотрите, как я хорошо угадал, 32, ну можно 34 давай. Делаем все, чтобы точно все покрылось. Если у нас было изначально мало пикселей, да, мы провели, а потом увеличиваем толщину, пока все не покроется. Дальше, используя модификатор, шейповый модификатор, который называется Trim Pass, его можно найти в выпадающем меню. Добавить Trim Pass. Что позволяет Trim Pass, разворачивать его, он позволяет эту обводку таким вот образом анимировать. Оп, и все. Давайте сначала уводим параметр end, конец. На таймлинии мы уходим курсором тоже в начало. Ставим ключик здесь. Переходим, вот это очень важно, давайте перейдем на 10, 20, 30, давайте на 40 кадров. То есть я перехожу, если вы видите вот вверху здесь Next, вы знаете, что это нажимаю Shift, Page Down.
на клавиатуре Shift Page Down. Программка у меня почему-то странно его обозначает. Next. Если Shift Page Up, то он хотя бы это показывает. Shift Page Up, Shift Page Up. А Shift Page Down почему-то говорит Next. Просто знайте об этом. Так вот, Shift Page Down это 10 кадров, Shift Page Down это уже 20, 30, 40. На 40 кадров мы передвинулись. Если зажать Ctrl и щелкнуть сюда вот на часики, здесь таймлиния у нас будет считаться в кадрах. Поэтому 1, 2, 3, 4, мы знаем, что это 40 кадров. Параметр End мы теперь уводим на 100%. Получаем такую вот анимацию. И теперь мы говорим, что наш U, который нижний слой, пожалуйста, проявись тогда, когда над тобой проявляется маска. То есть выбираем здесь альфа, альфа-мет. Таким образом мы получаем вот такое движение. Так, теперь мы заходим в следующую. Так, в этой композиции у нас все хорошо. Заходим в следующую композицию и повторяем эту же процедуру, только в данном случае для буквы N. Давайте вот так вот грубенько, быстренько. 1, 2, 3. Аллах, есть. Чтобы не повторять все те же самые движения, я предлагаю зайти сюда, развернуть, выбрать модификатор Trim Pass, у которого уже есть ключи. Мы просто его копируем вместе с ключами. Мы понимаем, что мы копируем вместе с ключами. Копируем вместе с ключами и вставляем его сюда. Обязательно курсор в начало, потому что будут вставляться ключи. В выпадающем меню вот здесь вот альфа-мет. Появись тогда, когда проявляется. Отлично. И повторяем эту процедуру для всех оставшихся букв. Да, я ускорю, чтобы сильно затягивать ролик. Если вы не против. Если где-то не получается закрыть весь участок, мы просто утолщаем нашу обводку, но в данном случае до 47. Продолжаем. Если мы хотим более красиво, более ровно все делать, то прозрачность уводим на 50% временно. Для чего это нужно? Для того, чтобы делать красиво и так, чтобы обводка не залазила на ту часть, которая еще не должна появляться. В данном случае где-то, наверное, вот так вот. Так, возвращаем инструмент. Это немножко сложнее, но более красивее, более грамотнее. Хотя анимация и будет двигаться довольно-таки быстро, мы эти косячки сильно не заметим. От вас зависит. Есть. Прозрачность возвращаем. Помним Ctrl-V. И режим наложения вот такой вот. Оп, оп, хорошо. Дальше мы видим, что буква P повторяется. Поэтому, чтобы не делать те же самые движения, просто дублируем весь этот shape. Заходим в новую букву P и вставляем Ctrl-V. Глазик ему включаем. Видим, что он чуть смещен. Тоже так вот смещаем. Четенько там, где он должен. Да, на букве А мы все-таки пытаемся делать все красивее, чтобы не было никаких артефактов. И, наверное, вот эту вот перемычку. Я хочу, чтобы она более быстро создавалась. Поэтому мы ее отдельным слоем. Просто вот так вот бах-бах делаем. Тем более эта перемычка, она, видите, она более толстая. Вот так вот. Тоже вставляем на нее анимацию. Единственное, что она должна анимироваться чуть-чуть позже. Зажатым Alt и Page Down я смещаю на таймлинии. А теперь у нас вот эти вот две маски мы загоняем в прекомпозицию. И теперь можем использовать как единая маска. Оп, оп. Так вот у нас получилось. Так, ну что там у нас?
Сколько букв осталось? Еще 2 буквы и все. Нет, 3 буквы. В данном случае я разбил на 3 части. Первая часть это идет основная буква В. Как только она доходит до середины, тут же появляется вот эта часть и вот эта часть вверху. Пускай так будет. Тоже загоняем прекомпозицию и используем как маску с помощью Alphamet. Есть небольшие артефакты, но не критичны будет. Едем дальше. Так, тоже загоняем прекомпозицию. Alphamet. Вот, и чтобы здесь вот таких вот косячков не появлялось дополнительных, это можно подправить. Сделать так, чтобы вот этот слой появился вот здесь. Подрезать его просто. Все лишнее отрезаем. Это подрезаем. На таймлинии это подрезаем. Таким образом, что у нас вот идет линия вверх, потом резко появляются эти вот линии. Так, и здесь получается, ну, смотрим на всем слое, на всем слове. Не нравится мне здесь вот буква В, давайте ее чуть-чуть. Давайте, наверное, делаем так. Вот эта часть верхняя у нас анимировалась чуть-чуть по-другому. Не значение end будет анимироваться, а значение start. Со 100% до 0. Тогда вот этот артефакт, он виден. И чуть-чуть раньше его пустить. Оп, сразу разошлись. Вверх-вниз. Чуть-чуть здесь не хватает. Чего-то не хватает. Раз, два. Отправили. Косячки убрали. Сохранились. А теперь задача сделать в том, чтобы это все буквы появлялись не вместе, а последовательно. Делать ступенечку. Давайте ее сделаем. Раз. Давайте 10 кадров, наверное. 10 кадров. То есть выбираем все слои. Alt-Shift, Page Down. Выбираем все слои, кроме одного. Alt-Shift, Page Down. Слои, кроме одного. Alt-Shift, Page Down. Alt-Shift, Page Down. Таким образом у нас появление букв будет идти последовательно. Вот таким образом. Теперь всю эту анимацию загоним в прекомпозицию. Ctrl-Shift-C. Ага. И откроем наш пример. Вот, помним, он здесь. Он здесь. У нас тут есть. Ага, ну, такой. Окей, сдублируем его. Ctrl-D. И еще раз, давайте 3 раза сдублируем. Первый дубликат. Покрасим его в цвет фил, цвет вот этой тени. Он будет темный. Второй дубликат я хочу немножко, чтобы он с помощью Alt Fill цвет у нас был такой вот желтенький, как гора. И здесь оставим красный цвет. И теперь сместим тоже на таймлинии буквально на те же самые 10 кадров. Так, теперь давайте сместим их по позиции. Мы стоим сейчас на 100%. Окей, очень важно. Мы стоим сейчас на 100%. И зажатым шифтом и стрелочкой на клавиатуре вниз и в бок. Мы сместили вот эти 2 слоя. И еще раз вниз и в бок мы сместили вот этот слой. Чуть так вот развернули. Дальше
Давайте добавим здесь, ну, в самом низу, обводку. Обводку мы будем добавлять с помощью а, Layer Style. Обводка. Таким образом легко можно добавить обводку, она причем будет реагировать, везде работать. В данном случае мы обводку делаем. Окей. То же самое мы повторим для второго слоя. Layer Style. Обводка. Тоже черного цвета. И вверху тоже Layer Style. Да, тоже с черного цвета. Но здесь я еще предлагаю добавить тень, внутреннюю тень. В тень эта внутренняя у нас пускай будет белого цвета. Тень, так. Тень у нас будет цвета не черного, а белого. Чтобы мы ее увидели, нам нужно поставить normal, наверное. Так, size. Давайте оставим. Прозрачность на 100%. Дистанция. Это будет 10. Так, это у нас растушевку. Растушевку уберем. Тень внутреннюю. Покрасили в белый цвет, правда. Добавили. Да, занимает времени намного дольше. Но зато бесплатно. Мы не тратимся на этот дорогой плагин. И программка, смотрите, видите, как она быстро летает. Влево-вправо, влево-вправо. Ничего не подвисает. Довольно-таки шустро работает. С автофилом там так не факт, что получится. Там должен быть мощный компьютер. И, кстати, не факт, что ваш компьютер его потянет. Поэтому для новичков такой способ довольно-таки очень-очень даже хороший. Так, вернемся в главную композицию. Смотрим, что все у нас хорошо. В тот момент, когда текст закончил свое построение, пускай у нас появится дальше наш плашка. В принципе, работа почти готова. Давайте добавим еще сюда музыку и звуковой эффект. Один звуковой эффектик здесь нам понадобится. Это все, опять же, находится на том сайте Envato Elements. Музыку кидаем. И звуковой эффектик, чтобы было интересней, сразу же кидаем сюда. Момент, где появляется наш лаверзет. 2 раза L нажимаем на клавиатуре. Ага, видим, что звук начинается где-то примерно с этого места. Поэтому подрезаем его, подвигаем его. Сохраняемся, кэшируем и смотрим. Так, две вещи, которые хочется еще подправить. Помню, у нас беговой человечек, мы его видим, что он скачками идет немножечко. Он у нас не совсем зациклен. Давайте попробуем его... Ой, простите. Мне кажется, его можно зациклить. Давайте запомним вот это вот по положение. Даже не просто запомним, можем его скопировать, покрасить в красный цвет, куда-нибудь сюда перенести. Даже не просто так вот здесь. Опа. Таким образом, этот красный человечек, позицию здесь можно брать. Мы знаем, с какого положения он начинает движение. Давайте попробуем найти такое же движение, плюс-минус в конце. Его не будет. Будет разве? Чтобы ты зациклился. О, во-во-во, вот он, вот он, вот оно. Вот где-то в этом месте. Да, смотрите. Давайте попробуем. Time Remap теперь мы ставим не здесь ключик, да, а новый поставим. Вот здесь.
Старый удалим. И таким образом у нас после этого ключа идет зацикливание. Супер. Теперь он будет бежать. Теперь он у нас будет бежать бесконечно и зациклено. Да? Так, этот образец мы удаляем. Эту проблему решили. И есть еще один нюансик, который хочется подправить. Это появление текста, чтобы она чуть-чуть приятнее смотрелась. Сейчас удаляем все лишние композиции, стараемся не мусорить. Сохраняемся. Заходим в проявление текста и видим, что он проявляется вот таким вот грубым отрубленным кусочком. А хочется, чтобы здесь был что-то такое более овальное, что ли. Попробуем это сделать. Это сделать можно. Заходим просто в настройки нашей маски, настройки нашего шейпа. Потом заходим в настройки Stroke, обводки. И здесь выбираем крышечку, так называемую, не квадратную, а закругленную. Таким образом у нас получается этот шейп, у нас вот такое закругление имеет. И теперь чуть-чуть, но все-таки приятней будет появляться это дело. Единственное, что мы это должны сделать везде, на всех шейпах. Давайте это сейчас сделаем. Заходим в шейп, потом stroke, после строка выбираем здесь закругление. Отлично. Так, повторяем. Я чуть-чуть ускорюсь. Совсем быстро зайдет, но вы же не ускоряйтесь, вы там все делаете правильно и грамотно. Можно немножко схитрить, смотрите. Stroke копировать параметры, по-моему, нельзя, но можно ввести здесь название line с линия. Скопируем это все дело. Именно слово линия. Ctrl-C. Теперь заходим сюда. Ctrl-V. Смотрите, как мы быстренько находим тот самый параметр, который нам нужен. То есть заходим внутрь. Поиск вставляем Ctrl-V. И здесь меняем. Так вот можно ускорить. Ctrl-V. Здесь меняем. И здесь меняем. Потому что у нас здесь два шейпа. Теперь видите, вот появление будет у нас вот такое вот более скругленное. И все-таки смотрится, должно смотреться приятней. Да. Пока это все кешируется, хочу вам рассказать, что работу изначально, самый первый вариант, делал не я, а мой ученик, чем я безумно горжусь. И все 15, даже больше 15, более 50 подобных проектов делал мой ученик. И закрыл работы на сумму уже более $4000 с этим именно клиентом. Круто. Вы тоже можете стать моим учеником, если есть такое желание. Я набираю группу один раз в 2-3 месяца. Для того, чтобы попасть ко мне в группу, для того, чтобы попасть ко мне на обучение, нужно перейти на сайт freelstep.com, там найти Telegram-бот и подписаться на него. Этот Telegram-бот сообщит, когда будет начало, то есть когда будет набор следующего потока. Вот такая работа у нас с вами получилась. Без автофила. Видите, можно использовать. Клиент. Давайте посмотрим, что клиент. Клиент получил 15 подобных анимаций на 15 Photoshop файлов. Он закрыл заказ. Большое общение было, да, с ним. Интересный момент с этим клиентом. Недавно он его заказ закрыл. Поставил 4 на все отзывы. Везде он мне поставил 4, но при этом заплатил $50 на чай. Вот такие американцы. 4, отлично. И $50 сверху. Ну, для меня нормально, круто, офигенно, мне нравится. Надеюсь, вам тоже понравилось. Надеюсь на ваш лайк, на вашу подписку, колокольчик, хороший, приятный комментарий, либо не очень, покритикуйте. Это мы тоже рады. Я и мой ученик будем рады. Вот. Ну и хорошего настроения. Тихой ночи
и мирного неба. Всем парам-пам.